Любите горы? Тогда это видео для вас. Вы увидите наше восхождение на самую высокую вершину Чехии – гору Снежка. Это самая высокая вершина Карканоши и Судет, высотой 1602 метра над уровнем моря. Ее еще называют королевой Карканош. Снежка – это символ Карпача и Карканоши. Большую часть года на горе очень суровые погодные условия. Думаю, теперь вам понятно, откуда взялось название горы. По традиции мы выезжаем в 5 утра, пока другие любители гор еще спят. Выспали? Сколько времени? Куда ты едешь в субботу? 5:09. Море. Куда? Море. Классно. Давно ты там была? Хотя нет. Октябрьский рассвет и туман создают великолепный пейзаж и делают дорогу запоминающейся. Чем ближе к горам, тем виды из окна прекраснее и живописнее. Настроение чудесное. Мы обожаем активный отдых. Из самых запоминающихся наших восхождений это Рысы в польских Татрах и Гаверла в украинских Карпатах. Ну а сегодня Снежка. Итак, поехали! Настя, Андрей, что вы знаете про Карпач? Едем в Карпач. А? Наверное, классно. А где находится? Карканоша. Андрей, а Снежка что такое? Самая высокая гора Карканош. А? Самая высокая гора Карканош. Карканоша. Это горы на границе с Чехией. И в планах также покорить гору Снежка. Вершина эта находится уже на территории Чехии. Считается самой высокой вершиной Чехии. Погода солнечная. Вот и Карпач, небольшой горный городок с множеством достопримечательностей. Приехали. 4 часа и мы на месте. Готовы? Андрюх. Припарковались недалеко от входа в горный заповедник, рядом с деревянным норвежским костелом Ванг. Нам туда. Мы выбрали, как и полагается, самый живописный, но и самый длинный желтый маршрут. Ведь надо показать вам всю красоту этих гор. А красота, как говорится, спасет мир. Погодка выдалась солнечная и теплая, как на начало октября. Маршрут начинается в городке Карпач, возле костела Ванг, святыня Ванг, где также находится вход в Карканошский заповедник. Здесь можно купить входные билеты. Лайфхак: если не хочется стоять в очереди, можно легко купить билеты в интернете. Наш путь. Сколько времени?
9:13. Начинается подъем с горного леса. Немного поднявшись, у меня сразу начинается нехватка кислорода, ведь тут уже достаточно высоко, и уже сомневаюсь, смогу ли подняться на вершину. Решили немного передохнуть, привыкнуть к разряженному воздуху, заодно и перекусить. Бутерброды и теплый чай как раз кстати. Привал. Наконец-то первый спуск. Спускаемся. Начинаются виды. Красиво. Только вышли из леса, как сразу начал ощущаться ветер. Снежка – невероятно ветреное место. Максимальная скорость ветра превышает 65 метров в секунду, то есть свыше 230 км в час. А порывы ветра приближаются к 300 км в час. Ветерок. Слонятник 1 час. Именно из-за сильного ветра в горах качество звука желает лучшего. Но надеюсь, это нисколько не помешает вам насладиться этим видео. Кроме того, это довольно-таки прохладное место. Средняя температура в году едва превышает 0 градусов. Красота! А вот и первая достопримечательность – поляна с невероятными видами на горы. Тропинка тут часто заменяется удобным деревянным мостиком. Подсолнечник. Красота. Потом начинается более сложный и крутой подъем. Минут через 30 виднеется необычное скальное образование Паломники, высотой до 25 метров. Действительно, эти скалы издалека похожи на идущих паломников.
снова крутой подъем. Вот это ветер, да? Настя, сколько нам еще идти, да? Папа, ты знаешь? Сколько? Немного дальше, примерно через 40 минут, мы достигнем следующего скального образования Подсолнух. Эти скалы ниже паломников, высотой всего до 12,5 метров. Зато туристов на порядок больше. Здесь пересекаются несколько маршрутов. Ну и виды, конечно, захватывают дух. От Подсолнуха начинается довольно пологий, приятный и полный красивых видов маршрут, который мы пройдем не спеша примерно за 1,5 часа, до Селецкого дома. На этой тропе можно полюбоваться красивыми горными озерами и заодно перевести дыхание и пофотографироваться. Seen from here, all the carnivals all collide and disappear. Halos too low to rescue. С каждым шагом усиливается ветер и опускается температура воздуха. Пора утеплиться. Эту супермодную шапку одолжила у сына. Смешно выгляжу, зато тепло. Вон уже, смотри, снег. Настя, осталась сила. Уже отсюда хорошо видна сама вершина Снежка. Идти становится веселее. Возле Селецкого дома виднеются толпы. Здесь также пересекаются несколько маршрутов. Тут можно немного отогреться и отдохнуть. Есть кафе и туалеты. Simple with a sigh, though I
unknown. No one suspects a thing. No, we're being high in a setting sun. Эти деревянные кресты установлены в память о погибших альпинистах. On your island, seek for the seashore. Последние метры до вершины самые трудные. Не хватает дыхания, пальцы ног не чувствуются. Ветер в лицо затрудняет восхождение. И отрезок маршрута очень крутой. Fairground, seen from here. All the carnivals all collide and disappear. Наконец-то дошли. Ура, наконец-то дошли. Сколько нас там дошли? Часов. 11,5 километров. Станция метеорологическая. Пришли, мы сейчас скажу себе. 11:40. 4 часа 20 минут. 11 и 15 километров. Вот и долгожданная цель, вершина. Мы сделали это. Счастью нет предела. Пора себя отблагодарить за покорение этой могучей вершины. Теплый обед как раз кстати. Заодно и отдохнем. С собой мы брали горячий супчик, бутерброды и теплый чай. Королевский обед с превосходным видом на миллион. Как я уже говорила, на Снежке специфический климат, похожий на климат за полярным кругом. Здесь круглый год дуют очень сильные ветра, а туман держится до 300 дней в году. И почти половину года температура ниже нуля. И очень часто туманы. Как же нам все-таки повезло с погодой и видимостью с горы. Погода солнечная, поэтому видимость отличная. Это просто неописуемое счастье – любоваться красивыми горными пейзажами в лучах теплого солнышка и в контрасте с голубым небом. Ради этих моментов и стоит путешествовать. И уже забываешь об усталости и натертых ногах. Setting sun. Идем назад. Андрей, ты согласен? На самой вершине горы находится визитная карточка Снежки – высокогорная метеорологическая обсерватория имени Тадеуша Холдиса. Ее футуристические силуэты больше походят на космическую станцию на Луне.
чем на пункт регистрации погоды. К сожалению, станция не рабочая, но само здание занесено в реестр памятников Польши. Также тут находится часовня Святого Лаврентия, покровителя альпинистов. Она восходит к XVII веку, 1681 год, и с этого момента началось паломническое и туристическое движение на Снежку. Что вы скажете о своей жизни? На самой высокой точке Чехии. И как ощущения? И все? Настя, что это за знак? Мы в Чехии. Чешского пива. А вот и Чехия. По вершине горы проходит граница между Польшей и Чехией. Мы уже в Чехии. Нет, мы еще на Чехии. Настя уже в Чехии. Андрей в Польше. Андрей, а ты в Польше? Андрей, ты в Чехии или в Польше? А ты где? Чехия, Польша, там разделяется до отеля. Ну хорошо, все. Многие считают, что покорение вершины самое трудное. Но те, кто хотя бы раз покорил гору, точно знают, что самое тяжелое – это дорога назад, спуск. Силы уже на исходе. Не повторяйте моих ошибок. Никогда не идите в горы в неудобной обуви, а на спуске нагрузка на стопы и пальцы ног еще больше. И уже от боли ничего не замечаешь, а думаешь только, где заканчивается этот спуск. Це легче маршрут. А вон Снежка. Спускаться мы решили черным маршрутом. Это самый короткий маршрут, но не очень живописный, так как видимость ограничена лесом, а спуск крутой и монотонный. Весь спуск занял около 2 часов. Это 6 километров. Чехия. Вот она. Где подсолнух? Если вы не любители горного экстрима, то проще всего для вас будет проделать часть пути на Копу на канатной дороге с Бышек. От верхней станции все равно нужно будет пешком преодолеть небольшой отрезок на саму вершину.
Давай сюда. Дошли до Капа, до канатной дороги. 7 часов 10 минут назад мы остановились. Замученные. Ні. Весело. У меня ноги болят, пальчики. У мене великі пальці трохи. Наконец-то мы спустились. Долгожданная нижняя станция канатной дороги на Копу. В конце нашего пути Снежка нас отблагодарила. Недалеко от станции канатной дороги нас ждал невероятный сюрприз. Самый живописный водопад Карпыча. Водопад Дикий. Если честно, я не знала, что он находится в конце нашего маршрута, недалеко от нижней станции канатной дороги на Копу. Сам по себе водопад – это рукотворная плотина, которую построили в 1915 году для защиты города от наводнений. Это место – абсолютная гармония природы и деятельности человека. Смотрите сами, какая тут красота! Проведя возле водопада несколько минут, я абсолютно забыла об усталости. Красота природы восполнила наши силы и подарила неописуемое счастье. Покорение Снежки навсегда останется в нашей памяти. Из таких моментов и состоит жизнь. И если у вас есть возможность, обязательно сделайте это. Надеюсь, вам понравилось это приключение. Не забудь подписаться и поставить лайк с комментарием. Увидимся в следующем видео.